Всем привет! На связи Ресим. В этой серии мы выполним проектирование полицейского корабля для марсианских сил обороны на базе фюзеляжа Арак с экипажем из 12 человек. Наиболее важное требование, которому нужно уделить внимание, это оценка военному тестированию 80 очков. Чтобы добиться этого значения, необходимо пройти на отлично тест по сопротивлению экипажа спецвойскам противника. Итак, начнем проектирование. Арак представляет собой двухпалубное судно, по форме напоминающее жука. Первая палуба основная и вторая вспомогательная, но на нее можно разместить мостик и все сопутствующие отсеки для командования. Так, переходим на первую палубу, устанавливаем двигатель, требуется скорость 1,5. Так, смотрим двигатели, подходит Орион 2. У него меньше всего требуется техников для обслуживания. Ставим подходящее место. Следующий шаг, нам требуются посадочные шасси. Специальным желтым полем обозначено место, где должны быть шасси. Устанавливаем их так, чтобы они не мешали будущим отсекам. Так, все, готово. Теперь нужен стыковочный узел. Так, на второй палубе там ставить некуда, поставим их спереди. Все, готово. Далее выберем оружие для нашего корабля. Переходим во вкладку, смотрим, что у нас есть. Рельсотрон самое мощное орудие, но занимает много места. Его не очень удобно ставить на данный тип кораблей. Выберем автоорудие, оно совсем небольшое, а мощность чуть ниже. Построим два орудия. Все готово. Теперь каюты техников. Построим их здесь поближе к шлюзам, чтобы они могли обслуживать отсеки, начиная с этих мест. Передвинем стыковочный шлюз, чтобы удобно было соединить с люком. Далее надо соединить палубы между собой. Строим подъемник. Так, готово. И остальные коммуникации. Энергия, воздух. Следующее будет охлаждение и вода. Далее устанавливаем электропитание. Здесь идеально подойдут стам ячейки среднего размера. Они дают достаточное количество электричества и подходят в эти места. Ставим одну с этой стороны и вторую симметрично с другой стороны. Полное электропитание обеспечивает. Дальше нужно установить регулирующее устройство, чтобы эти стам ячейки не взорвались во время полета. Далее переходим к установке топливного бака. Выбираем подходящее место. Можно здесь, но лучше с этой стороны. Так, поставили. Теперь устанавливаем щиты среднего размера, как требует заказчик. Установим щиты с каждой стороны симметрично, чтобы защитить весь корпус корабля. Так, здесь и здесь. Готово. Переходим теперь ко второй палубе. Тоже установим щит улучшенный для защиты мостика. Так, строим малый мостик. Теперь выбираем самый защищенный компьютер. Далее требуются каюты пилотов. Ставим две каюты. Готово. Далее требуется радиорубка ближнего диапазона. Ставим ее сюда. Теперь требуется построить казармы для солдат. Ставим их здесь для охраны как раз мостика. Теперь выбираем арсенал. Так, улучшенный. Так, улучшенный сюда не поместится, к сожалению. Ставим обычный. Готово. Теперь построим коридор к мостику от подъемника. Выберем коридор вместе с турелью. Это увеличит защиту от проникновения спецвойск противника. Так, соединим это люком. Готово. Теперь соединяем все люками.
Так, есть. Так, казарма с арсеналом. Дальше пилоты, компьютер, щиты, мостик и радиорубка. Установим каюту техника. Он будет обслуживать турели в коридорах и перезаряжать боезапас. Ставим вот сюда. Соединяем люком. Готово. Так, все. Так, и поставим сюда еще спасательные шлюпки. Вот, здесь. Соединяем люком. Переходим на первую палубу. Здесь строим люк для выходов в открытый космос. Ставим его в районе двигателя. Я заметил, у нас перебор с количеством экипажа, поэтому придется заменить казармы на маленькие для 4 солдат. Ставим их вот здесь, а спасательную шлюпку переносим на другую сторону. Так, соединяем люками. Все, готово. Так, переходим на первую палубу. Построим еще одну спасательную капсулу. Так, выбираем экстренные меры. Спасательная шлюпка. Так, не здесь. Построим вот здесь. Так, готово. Теперь построим автолазарет для лечения. Так, рядом водоочистку. Улучшенную. Так, строим. И каюту медиков для обслуживания этих двух отсеков. Так. Готово. Так, переходим теперь к амбразурам. Надо отгородить наше орудие. Так. Ставим амбразуры. Все, условие выполнено. Далее вода. Ставим компактный водный бак. Так, один. Теперь компактный воздушный бак. Тоже обеспечили. Теперь следующее, нужно построить улучшенную систему жизнеобеспечения. Все, разместили. Теперь перейдем к коридорной турели и поставим ее на подходе к подъемнику. Здесь и здесь. И еще между шасси, так как это слабое место, куда проникают спецвойска противника. И потом начинают захват корабля. Так, готово. Так, ставим каюту техника рядом с коридорной турелью для обслуживания. И еще одну вот здесь для обслуживания 100 ячеек. Теперь займемся охлаждением. Ставим центральное охлаждение. Так, места немного не хватает. Поэтому передвинем воздушный бак немного в сторону. Так, здесь нет, вот в это место пойдут. Теперь центральное охлаждение. Одного нам недостаточно, нужно еще. Сдвигаем немного в сторону отсеки и ставим еще одно центральное охлаждение. Так, все равно еще недостаточно, чуть-чуть не хватает. Поэтому поставим небольшой отсек охлаждения вот спереди. Поставили. Ставим люк для выхода тепла. Готово. Так, следующий шаг. Соединяем все наши отсеки люками. И желательно их соединить так, чтобы подступ к подъемнику был только один. Это исключит несколько вариантов вторжения на мостик спецвойск противника. Все, закончили соединять отсеки.
Так, у нас здесь не хватает воды для 100 ячеек. Нужно построить еще один компактный водный бак. Убираем. Так, здесь он не поместится. Вот здесь идеально встал. Здесь соединяем его люком. Все. И как раз техники туда могут попасть. Заключительный этап — это установка защиты в виде бронепластин вокруг всего корабля. Это увеличит его защиту в астероидном поле, а также при столкновении с пиратами и другими враждебными кораблями. То же самое проделываем и со второй палубой, устанавливаем вокруг нее бронепластины. Так, построим на первой палубе еще одну спасательную шлюпку. Вот здесь. Соединим ее люками. Так, вот здесь еще дополнительно сюда. Все, наше судно готово. Сохраняем чертеж и переходим к тесту экипажа. Так. Основные тесты все прошли успешно. Переходим к военным тестам. Здесь вот мятеж почему-то в автомате дал 1 очко из 5. Так, его пройдем еще в ручном режиме. А сейчас перейдем к остальным тестам. Так, все они прошли успешно. Осталось только разобраться с мятежом. Выбираем мятеж. Техники подняли мятеж и заблокировались на мостике, взяв пилотов в заложники. Нужно вернуть контроль над кораблем и чтобы никто не умер, желательно. Выбираем наших солдат. Слышим, как кричат техники. Так, отправляем солдат захватывать захваченные отсеки. Так, начался захват. Слышны выстрелы. Теперь отправляем на мостик. Так, началась перестрелка. Некоторые из техников сбежали. Все. Контроль восстановлен над мостиком. Теперь осталось захватить отсек жизнеобеспечения. Отправляем солдат на захват. Так, 2 солдата ранены, но не при смерти. Так, захват начался. Все, задание выполнено. 5 звезд. Отлично, смотрим. Мятеж 5 очков и общий результат 80 из 80. Сохраняем образец судна. Так, и смотрим контракт. И видим в списке, что наше судно полностью выполняет требования заказчика. Заказываем корабль. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. До связи.